HK1 Box на Amlogic S905X3 процессоре на канале Технозон. Поехали, ребят! Когда меня начали спрашивать про этот ТВ-бокс, я и понятия не знал, вернее, я и знать не знал, что это за ТВ-бокс. Все очень просто. ТВ-бокс на Amlogic S905X3 от компании HK1. В принципе, такие среднячковые боксы, не скажу, что самые хорошие, не скажу, что они прям вау, супер гуд, и крайне редко попадаются хорошие экземпляры. Но данный ТВ-бокс достаточно неплох. Почему? Потому что они поработали над охлаждением и поработали, наконец-то, над прошивкой. У меня не возникло никаких проблем в проигрывании 4К контента, как в YouTube, так и торренты, так, в принципе, и в игровых возможностях. Я играл и в GeForce Now игры, я в видео далее покажу. Поиграл немножко в танчики, в принципе, не зацикливался на игровых возможностях, но дело в том, что данный ТВ-бокс существует в разных версиях. Эта версия 4х32, существует еще 4х64, существует 4х128. Самое оно, в принципе, для игр. Я вам честно скажу, я бы немножко пильнул бы охлаждение, хотя и так это все прекрасно работает. Немножко маловаты вот эти вот отверстия под охлаждение, которые на задней крышке, я бы их сделал немножечко больше. Ну и сделал бы как минимум боковые какие-нибудь пропилы, вот в этом месте они просто просятся. Любой пропил здесь уменьшит его температуру, хотя я еще раз говорю, температура в пределах норм. Насчет автофреймрейта, здесь есть root права, сюда становится FRD, и автофреймрейт работает абсолютно идеально. Насчет звука, он транскодирует 5.1 звук Dolby Digital Plus и DTS 5.1 без проблем. True HD и DTS HD Hi-Res нет, к сожалению, мы не получили такой звук. Есть у нас на боках, чтобы вы понимали, LAN RJ45 на 1000 мегабит. И это, кстати, небывалый случай, когда HK1 расщедрилась. По сетевым возможностям вообще приставка очень сильно мне понравилась. Она по Wi-Fi 5 ГГц выдавала порядка 250 мегабит, больше 200 мегабит на выгрузку и 850 мегабит по LAN RJ45. И это отличные показатели. Есть выход 3.5 джек под аудиосистемы либо под наушники. Есть у нас HDMI, есть у нас SPDIF для подключения по оптическому кабелю звуковых систем. Есть разъем гнездо питания. Есть у нас разъем под microSD карты. Есть USB 3.0 и USB 2.0. Конечно, USB 2.0 решение такое себе на боку. Не совсем эстетично, но в принципе оно имеет право на жизнь. Спереди у нас светящаяся панель. А что еще интересного в этом Smart TV боксе и что мне не понравилось? Мне чуть-чуть меня смутил интерфейс в таких же цветах, как и сама коробка, но это в принципе не проблема. Square Launcher вам в помощь, можете делать с ним все что угодно. Вы можете сделать любой интерфейс, который вам нравится. У нас был вопрос по тротлинг-тесту. Тротлинг-тест валился, но мы увидели, что не валится частота, а это первое, что должно валиться при тротлинг-тесте. Поэтому мы сделали альтернативный тест через CPU Load Generator. Вы все это увидите далее в тесте, и она действительно не тротлит. Частота снижалась на 5%. Это среднестатистический показатель для Smart TV боксов на данном типе процессора. Цена на данный Smart TV бокс достаточно неплоха. Ссылки лежат в описании под видео на проверенного продавца. Что ж, будем переходить, обозревать. Перед этим мы посмотрим, что у нас есть в коробочке. Коробочка у нас голубенькая, незамысловатая, ничего такого на ней нет. И в принципе сама по себе комплектация не предвещала ничего такого мега интересного. Это блок питания на 5 вольт 2 ампера. В принципе обыкновенный блок питания. Есть HDMI кабель и есть обыкновенный пульт, самый обыкновеннейший пульт, ничего в нем такого суперового нет. И есть инструкция. Больше ничего у нас в комплекте нет. Сама приставка у нас сверху покрыта пленкой и упакована вот такой вот пакетик. Тоже в принципе неплохо. Что ж, будем переходить, нажимаем подписаться, колокольчик, очень много всего интересного пропустите. Если вы интересуетесь обзорами гаджетов
процессоров, девайсов, программ, настроек, модификаций, дроны, сборки, видеокарты, да много чего у нас есть, было и будет еще на канале. Ну, а также, если вас интересует получение ценных призов, подарков, которые мы систематически разыгрываем на нашем канале. Я сейчас уже складываю этот ТВ-бокс на свой стенд, для того, чтобы переходить уже его и тестировать. Ну и говорю вам, хау-банк, ребята, это же Бубльгум, поехали. Ну, такое вот чудо мы с вами имеем. И имеем мы достаточно симпатичный интерфейс под стать оформления самой приставки. Сверху голубой переход в фиолетовый. В принципе, здесь вы можете регулировать строку избранного. Например, удалим APK Pure и добавим там Aptoid и Chrome, не знаю, AirScreen удалим и Chrome добавим. Ну, в принципе, мне нравится. Мне нравится, то есть вы можете организовать внизу строку избранного. Есть у нас такой минималистичный дизайн, я вам скажу, такой материал дизайн от Google, но с тенями под плитками. Ладно, нормально. Есть Firefox. Зачем он нужен? Вообще непонятно, если есть Google Chrome, но Firefox здесь установлен прямо из коробочки. Также есть возможность менять картинки, а это уже интересно. Слушайте, ну поехали дальше. Зайдем в меню настроечек. Меню настроечек боковое, абсолютно идентичное другим приставкам и Android TV устройствам. У нас есть с вами раздел приложений. Очень много установлено из коробки. Ну, в принципе, это не так уж и плохо, если вы любите англоязычный контент. Также у нас есть пульты и аксессуары. Давайте подключим геймпад и Pegu 9089. Обязательно, чтобы проверим игровые возможности. Это Amlogic S905X3 процессор, и это важно. Вот он появился, нажимаем сопряжение. Вернее, он пишет подключение, обычно спаривание, сопряжение, кто как. И он подключился, приставкой можно управлять геймпадом. Супер. Поехали дальше. Есть отдельный пункт обновления системы. Очень удивлен, HK One никогда не слабился встроенным беспроводным обновлением. И здесь они на это пошли. Это намекает на то, что, скорее всего, приставка будет поддерживаться. Настройка. Так, заходим в настройки устройства и видим, здесь у нас вынесли Bluetooth. Давайте об устройстве. HK One Box S905X3. Модель, да, S905X3, Android 9. Это хорошо, потому что на 10-м Android пока что смотреть нечего. Я пробовал уже приставки на 10-м Android, это просто пока что мрак. Больше здесь нам выбрать нечего. Единственное, хочу зайти в звук, посмотреть, какие здесь есть настройки. Ну, выбор форматов стоит практически все. Мы проверим транскодирование звука. Обязательно проверим. Ищем Droid Settings. Должен быть Droid Settings. Где? О, есть отдельный Droid Settings. Это хорошо. Дисплей у нас есть Screen Resolution, поддерживает от 480p до 4K 2K SMPTE. HDR абсолютно рабочий. HDMI цик рабочий. Кстати, не советую ставить Auto Change Language, потому что он подхватит какой-то корейский язык от какого-нибудь замысловатого телевизора. Audio Output у нас здесь то же самое, ставим Line. Для того, чтобы проброс на ресивер был Power Key Definition, это действие на кнопку включения-выключения. В данном случае у нас есть сон, но картинку может менять у нас только на Amlogic только югусы. Здесь нельзя картинку менять, не рабочий. И есть еще меню настроек обыкновенного андроида. Поехали в AIDA 64, с вами посмотрим, что за зверек такой-то. Производителя Amlogic, все то же самое, 4/32. Центральный процессор у нас Cortex A55, Amlogic S905X3 на частоте 1,9 ГГц. Решили обуздать 1,9. Не у каждого это получается. За отображение отвечает Mali G31. Сеть будем проверять отдельно, нас здесь не интересует. Доступ к температуре есть, 56 градусов сейчас, это хорошая температура. Теперь кодеки вроде бы тоже все есть. VP9 on 2. Что еще есть? Хотя есть кодек Dolby Vision, вот, VP9 on 2 есть. Хотя есть кодек Dolby Vision, но это тоже абсолютно ни о чем. По автофреймрейту. В данной приставке есть root права и AFRD полностью рабочий. У нас абсолютно рабочий автофреймрейт. То есть она будет корректно щелкать все частоты и разрешение экрана. Это удобно, очень удобно, все это работает. Miracast.
Попробуем Miracast обязательно. Заявлена функция должна работать. Нажимаем беспроводная проекция. Android CBD9. Под приглашение к подключению нажимаем принять. Слушайте, ну Miracast, посмотрим, подключится, не подключится. Бывает такое, что не подключается даже при наличии самого Miracast. И у нас есть подключение. Miracast рабочий. Слушайте, ну супер, супер работает, поэтому у меня как бы вопросов нет. Давайте отключим. Все нормально, с Miracast все хорошо. Поехали, сетевые возможности тестанем. 5 ГГц на внутренних серверах стартуем. И 5 ГГц у нас показывает очень даже неплохой результат. Это 256 мегабит, даже 258 мегабит на загрузку и больше 200 на выгрузку однозначно. 205 мегабит, 206 мегабит на выгрузку. Это Tenda EC18 на прошивке Hugo. Перейдем на 2,4 ГГц. Все тот же спид-тест на тех же серверах, поехали. Ну и на 2,4 ГГц мы видим результат чуть выше среднего, это 37 мегабит на загрузку. Сколько там выдаст у нас? 37, да, я прав. И порядка 30 на выгрузку. Скажу, не самый высокий результат, который я видел, но это достаточно хороший среднячок. 29 на выгрузку. Ну и конечно же без LAN RJ45 тоже тест у нас не пройдет. Поехали. LAN RJ45 гигабитный, 797 на загрузку, 656 на выгрузку. Я хочу еще раз перепроверить, результат достаточно ощутимый, как для Smart TV Box за столь смешные деньги. 855 на 723. Охренительный результат, вот честно вам скажу, по сетевым возможностям это достаточно круто. У нас нет с вами ни строки состояния, ни внизу панели навигации. Но дело в том, что с панелью навигации это можно разобраться, можно установить абсолютно все из вернее из Play Market, то есть панель навигации устанавливается. А вот что у нас с шторкой мы сейчас попробуем. Давайте, Material Notification Shade, установится, не установится. То есть, чтобы вы понимали, внизу навигационную строку сделать можно. Ссылки есть на канале, вообще не вопрос. Могу даже положить в описании под видео. А вот Material Notification Shade, это самый большой вопрос. Вот по последнему разрешению. Да, шторку можно сделать. Пробуем. Ну что, пробуем шторочку. Давайте нажимаем Done. И, блин, вроде бы шторка включилась и не включилась. Вот такая вот засада. То есть Material Notification Shade получает все доступы, но шторка у нас не заработала. И это очень жаль. Ну, такое тоже бывает. Что ж, не будем расстраиваться, мы ее просто пока выключим. Отключим. По CPU Throttling тесту у нас были вопросы. Вопросы какого рода? Что мы заметили и что вообще происходит с данной приставкой? Каждый раз, когда мы стартовали тротлинг-тест, у нас выходил какой-то дикий тротлинг. Ну, в принципе, и не тротлинг-то и выходил. То есть у нас после 1 или 2 минут тротлинг-теста он проваливался вниз, но при этом, вот, мы видим, что у нас пошел провал вниз, но при этом у нас частоты держатся 1,9 ГГц. Это вызвало сомнения, то есть в данном случае тротлинг-тест был не объективен. То есть тротлинг у нас начинается только тогда, когда у нас падает частота. Частота не падала, а это значит, что какой-то из процессов влиял на тротлинг-тест. И сколько бы мы ни проводили тротлинг-теста, он у нас всегда выходил якобы негативный, но без падения частоты. Так как есть альтернативные методы проверки этого самого тротлинга, мы с вами сейчас их обязательно проверим и поймем, существует ли тротлинг на этой приставке или нет, потому что тротлинг-тест не всегда бывает информативен. Идем CPU Load Generator и будем с вами проверять вот такую вот штуку. Данная программа, у нас уже было видео о нагревах Smart TV боксов, то есть сейчас в простой вот у нас температура 64-62 градуса, она падает, потому что приставка была под нагрузкой, мы что-то на ней делали. Awake — это время без сна, скажем так. Если мы включим все нагрузочные триггеры, то есть оно загрузит процессор на все 100%. То есть сейчас мы видим, что у нас пошла расти температура, и у нас пошла расти, и у нас не должна падать производительность, то есть у нас не должны падать частоты, вот эти вот частоты на ядрах.
То есть, если приставка упадет в частотах, то значит она тротлит после определенного времени. Если она не упадет в частотах, то значит она не тротлит. Вот она сейчас до 1,8 опустилась, это значит, что у нее тротлинг до 1,8. А 1,8 это менее там 3-4%. Ну, будем ждать и смотреть, что у нас получится. Поэтому, нет, 1,9, все, нету тротлинга, поэтому давайте ждем 1,8. Вот что-то прыгает. Ждем буквально минут, наверное, 10 и будем с вами делать выводы по тротлингу данного Smart TV Box. Температура, кстати, колышется 73-72 градуса. Что ж, пошли с вами отдыхать. Ну и как мы видим, прошло у нас почти 20 минут, 19:36. Температура 73 градуса, колышется у нас 1,8-1,9 ГГц. Я вам скажу, это падение производительности до 95%. То есть фактически приставка не тротлит. Не знаю, не тротлит она. 73 градуса максимальная температура. Сейчас мы отключим и посмотрим, насколько она сразу же упадет. Мы сейчас отключим все эти триггеры, которые нагружают процессор, и должны получить с вами падение температуры. Вот мы видим, температура сразу же упала. Поэтому адекватное охлаждение достаточно, хотя и считаю, что можно было лучше добиться какого-то результата. Сейчас вот 67-64 в простое. Пусть у нас этот датчик уже и работает, будем ориентироваться на него. Следующее, что хотелось бы вам показать, это тесты 3D Mark обязательно. И по результатам у нас с вами 9765 Wildstorm Unlimited и 5490 Wildstorm Extreme. Достаточно неплохие результаты, как для 905X2, 905X3 процессора. Практически одинаковые, можно сказать. Также мы с вами должны проверить, уже переходить к мультимедийным возможностям понемногу. И должны проверить скорость работы порта USB 3, для того, чтобы мы понимали, насколько хорошо работает USB 3 порт, насколько быстро сможем ли мы смотреть большие Blu-ray диск, какие-нибудь файлы. Вот мы видим, у нас подключен SSD диск на USB 3 контроллере на 64 гига. Поехали, проверим его. Ну и вот результаты на USB 3 протоколе, вернее на USB 3 интерфейсе. Какой протокол, о чем я говорю? Это у нас последовательная запись 8,4 мегабайта в секунду, последовательное чтение 71,89 мегабайт в секунду. Не самый большой результат, но дело в том, что это позволит нам проигрывать с жесткого диска фильмы 568 Mbps максимальные. Ребят, ну это круто, на самом деле. Таких фильмов нет с таким битрейтом, поэтому произвольное чтение 4.92 это не для фильмов, поэтому для фильмов идет именно последовательное чтение. Ну и копирование памяти 1,84 гигабайта в секунду. Неплохие показатели, хотя я вам скажу, можно было бы лучше. В принципе, у нас с вами тесты закончились именно системные, и мы переходим к оценке мультимедийных возможностей. Первым, что мы начнем с вами тестировать, это проигрывание мультимедийных файлов, а также транскодирование звуков. Конечно же, мы с вами должны проверить 120 Mbps файл Jellyfish. Почему 120? Потому что 128 Mbps это максимальный Mbps для проигрывания, то есть это максимальный Mbps Blu-ray диска. Как мы видим, 120 Mbps, кстати, обращайте внимание на температуру и на частоту. Частота не падает, температура тоже у нас не растет. То есть такой файл у нас 10-битный воспроизводится отлично. Давайте попробуем 400 Mbps, тоже интересно. И то же самое, 400 Mbps воспроизводится с какими-то мелкими фризовками, но это уже связано именно с пропускной способностью самого интерфейса. К тому же он может быть непоследовательно записан на сам жесткий диск. Но нам главное, что у нас 120 Mbps, это работает отлично, и это позволяет нам просматривать абсолютно все фильмы, которые мы можем скачать в интернете. Далее у нас есть тестовые фильмы Samsung 7 Wonders, да, давайте попробуем. Здесь у нас как бы с 4К этим роликом проблем нет абсолютно, то есть воспроизводится он адекватно. И также мы проверим с вами Sony 3 Luminous Demo. Обожаю этот ролик за его цвета, за его красоту. Это очень-очень красивый ролик. Те, кто когда-нибудь смотрел Sony 3 Luminous Demo, те
понимают, о чем я говорю. Поехали проверять транскодирование звука. Dolby Digital Plus. Попробуем сначала на базовый плеер, даже транскодирует Dolby Digital Plus. Это отлично. Я думаю, что Dolby Digital True HD у нас, конечно же, здесь не заработает. Он транскодируется как простой Dolby Digital. Этого, в принципе, это было ожидаемо. Dolby True HD здесь не должен был работать. DTS, давайте с вами ядро. DTS ядро 5.1. DTS ядро 5.1 звук у нас есть, транскодирует. И DTS HD Hi-Res мы тоже с вами должны проверить. Он транскодируется как простой DTS. Это очень неплохой показатель. В том плане, что у нас с вами есть транскодирование звука. Поехали с вами далее тестировать нашу приставочку. YouTube 4К 60 FPS. Так, 4К файл начал работать. Переключим принудительно на 4К. Да, есть. И включим еще и с вами диагностическое окошко. У нас 0 дропов, 366 фреймов, будем наблюдать. 3840 на 2160, 60 кадров в секунду. Воспроизводится все просто идеально. Пускай немножечко поиграет, мы должны сделать с вами выводы. Почему? Потому что YouTube зачастую это самое часто просматриваемое приложение, вернее, самое часто используемое приложение в Smart TV боксах. Кстати, это наш ролик, я его лично снимал, это очень красивое место. Что ж, выходим. С YouTube у нас проблем нет, вплоть до 60 FPS. Хочется отметить, что здесь стоит Netflix, это черный Netflix, скажу вам сразу. И этот черный Netflix как раз и показывает нас... кстати, да, пускай нотификации. Давайте посмотрим, работает ли он вообще. Просто запустим любой фильм, любой сериал. Он пошел, но это ужасное качество. То есть это 576p, скорее всего, именно этот черный Netflix. Конечно, он работает, но я бы не смотрел Netflix на данной приставке. Как бы для Netflix есть совсем другие приставки. Хотя часто многие и не смотрят, такое дело. Также мы с вами должны проверить фильмы 4К онлайн. Это просто обязательная дисциплина в наших обзорах. Поехали. Выберем фильм с каким-нибудь очень хорошим рейтингом, дабы посмотреть, чтобы там было 4К. Что у нас здесь есть? Где-то был фильм, давайте попробуем, «Однажды в Голливуде». Есть вот 66,9 гигабайт. Давайте, поехали. Пробуем, позаримся на самое святое, на большие торренты онлайн. Стартуем. Фильм пошел на 69 гигабайт, или сколько там, 66. Дело в том, что вы должны понимать, что я-то просматриваю фильмы, имея 1000-мегабитный интернет. То есть многие потом иногда покупают приставки, говорят: вау, Баббл, а как же ты там показывал, что я там 80 гигабайт просматриваешь торрент, а я включил, у меня не работает. Спрашиваю, а какая скорость интернета? 20 мегабит. Ребят, давайте будем реалистами. Для просмотра хорошего 4К качественного торрента нужно как минимум 100-150 мегабит. То есть 100 мегабит это такое, чтобы он был конкретная сотка, то есть постоянная сотка. Сейчас идет фильм отлично, мы никаких проблем не видим. И, кстати, вот я смотрю, что-то у нас температура даже пониже. Вот 62-60 градусов, я что-то не понял, что это при торрентах. Он у нас показывает такие еще и температуры, ничего. Выходим с 4К торрентами, у нас вопросов нет. Вот с чем у нас могут быть вопросы, да не знаю, больше ни с чем. Мультимедиа меня полностью устраивает. То есть возможности его просмотра мультимедиа очень высокие. Теперь нам необходимо с вами протестировать мультимедийные возможности данного Smart TV бокса. Начнем с игр GeForce Now. Обязательно. Поехали. Выберем. Давайте в Tomb Raider шпиленем. Очень уж нравится мне эта игрушечка. Подключил свой геймпадик. Так. Игра у нас загрузилась, поехали. Использую IPEGA 9089. Слушайте, работает. Что? Я залез наверх. Я просто буквально вот на днях снимал обзор и вот остановился на этом месте. Воу, кто-то меня опять схватил. Стоять. Сейчас мы тебе мордаху набьем, еще тебя придавит к чертовой матери. Все суперово. Давайте немножечко поиграем, для того, чтобы я понимал, насколько приставочка справляется. Смотрите на температуру, 67 градусов в GeForce Now играх, 1.9
частота, и как бы тут вообще вопросов никаких нет. Будем посмотреть. Давай, поплыли. Так, сейчас у нас опять погаснет наш факел. Ну, все, в принципе, как обычно. Слушайте, блин, прикольно, реально красиво. Не выскакивает туда табличка постоянных фризов. Давайте разожжем наш факел опять, что без факела нам здесь делать нечего. Так, поджигаем факел. Ведь в это не то, что можно, в это нужно играть. Поджигаем, начало гореть, и побежали. Что-то у нас падает. Короче, не знаю, куда надо бежать, уже не помню, хотя я это проходил. Ой, надо было поджечь еще вот эту штуку, или я ее не поджег. Хорошо, давайте ее еще раз подожжем. Она должна гореть, солнышко гори, или елочка гори, что у нас там вообще должно происходить. Ребят, у меня вопросов нет. Именно по GeForce Now, ну, как бы вообще все отлично. Выходим. Давайте еще протестируем с вами, например, World of Tanks. Ну, так уже, знаете. То есть мы берем и GeForce, и World of Tanks. И будем понимать, насколько мы сможем играть на этой приставке. И уже будем делать вывод. Ну и мы в World of Tanks. Что ж. На средненьких настройках у нас вот выдало сразу стартовых 48-46 FPS. Я опять же проблем не вижу. Реакция на геймпад просто замечательная. То есть мы ездим, стреляем, поехали какого-то хера по кругу. Слушайте, ну блин, я не знаю. Я посмотрел, все отлично, все шикарно работает. Вот честно. Потому что работает это все более чем адекватно, и у меня вопросов к этому нет. Ребят, в принципе, готов проходить, резюмировать. Ну, больше здесь показывать абсолютно нечего. Не знаю, даже сливаться не хочу. Ни одного GeForce Now хватило для того, чтобы понять, что у меня с играми на данном Smart TV боксе будет более чем отлично. Вот какой-то танчик меня тут таранит. Ну, ребят, переходим, резюмируем. Ребят, за свою цену я получил все, что ожидал. У меня не возникло никаких нареканий на проигрывание контента. Может быть, в процессе эксплуатации что-то мелкое всплывет, но я думаю, что форум FOPD в помощь обычно там допиливают вот именно такие варианты. Для игр она мне понравилась в плане для игр GeForce Now. Хорошие сетевые модули мне очень сильно понравились. И поэтому я считаю, что данная приставка заслуживает внимания. Мы можем ее рекомендовать для тех, кто любит чистый Android за небольшие деньги на процессоре Amlogic S905X3. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребята.